Вы стоите на своей кухне, открываете очередной пакет сухого корма и слышите это знакомое, требовательное мяуканье. Для вас это просто привычный ритуал, акт любви и заботы о своем маленьком хищнике. Вы насыпаете порцию в миску, будучи уверенным, что даете питомцу лучшее питание, которое только могли купить. Но правда, скрытая за яркой упаковкой и маркетинговыми обещаниями, заключается в том, что в эту самую секунду вы, возможно, совершаете фатальную ошибку. По статистике ветеринаров и экспертов по поведению, 97% владельцев кошек хранят сухой корм неправильно, превращая дорогостоящий рацион в биологическую бомбу замедленного действия. Ваша кошка — это высокоточный пустынный хищник в меховом костюме, чья биология и инстинкты отталкивались миллионы лет. В ее сознании вы не просто хозяин, а очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, лидер ее колонии и главный гарант безопасности. И когда вы допускаете ошибки в хранении ее еды, вы нарушаете не только ее здоровье, но и то самое ощущение предсказуемости мира, которое является для кошки основой доверия. Сегодня мы разберем, почему удобное хранение сухого корма медленно убивает вашего друга. Мы узнаем, почему пересыпание корма в пластиковые контейнеры — это ошибка номер один, как окисление жиров превращает еду в яд, и почему ваша привередливая кошка на самом деле пытается спасти свою жизнь, отказываясь от вчерашней порции. Приготовьтесь, этот сценарий — ваш пропуск в мир осознанного лидерства, где каждый прием пищи становится актом биологического исцеления. Часть 1. Иллюзия свежести и биологический детектор яда. Многие владельцы сталкиваются с ситуацией. Вы поставили миску с сухим кормом всего 20 минут назад. Кошка подошла, понюхала, бросила на вас взгляд глубочайшего разочарования и ушла. Вы вздыхаете, думая, что она капризничает или зажралась. Но вот что происходит на самом деле. Ваша кошка не гурман, она биологический анализатор. Кошки крайне чувствительны к запаху еды, и это эволюционный защитный механизм, позволяющий избегать испорченного. Сухой корм содержит жиры, которые при контакте с кислородом начинают мгновенно окисляться. То, что для вашего человеческого носа пахнет просто кормом, для кошки может пахнуть прогорклым жиром уже через короткое время после открытия мешка. Когда кошка отказывается от еды 20-минутной давности, она не проявляет характер, она реагирует на химические изменения, которые вы не замечаете. Постоянная смена блюд из-за такой привередливости — это выученное поведение, которое вы сами создали. Вы приучили ее к тому, что отказ работает, и теперь ей гораздо сложнее будет перейти на лечебную диету, когда это станет медицинской необходимостью. Настоящая проблема не в характере кошки, а в том, что ее еда теряет свою биологическую ценность быстрее, чем вы успеваете закрыть пакет. Часть 2. Ловушка пластикового контейнера. Вы купили красивый герметичный пластиковый контейнер, чтобы корм не пах на весь дом. Вы пересыпаете туда весь 10-килограммовый мешок, выбрасываете упаковку и чувствуете себя идеальным хозяином. В этот момент вы совершаете ошибку номер 9 — слепое доверие удобству. Почему оригинальная упаковка — это святыня? Производители качественных кормов тратят миллионы на разработку мешков, которые защищают жиры от окисления и свет от разрушения витаминов. Когда вы пересыпаете корм в пластик, 1. Окисление, остатки жиров от старого корма на стенках контейнера прогоркают и заражают новую порцию. 2. Микротрещины. Пластик со временем покрывается микроскопическими царапинами, в которых размножаются бактерии, недоступные для простой мойки. 3. Потеря информации. Вы выбрасываете срок годности и номер партии, что критично, если корм окажется бракованным. Правильное хранение — это оставлять корм внутри оригинального мешка, плотно закрывая его зажимом, и уже этот мешок помещать в контейнер, если вам так удобнее. Это сохраняет те самые питательные вещества, которые должны поддерживать иммунитет и блеск шерстки вашей кошки. Часть 3. Ошибка свободного кормления — безлимитный буфет из прогорклых гранул.
Многие оставляют миску полной на весь день. Это кажется заботливым позволить кошке есть, когда она захочет. Но свободное кормление — это ловушка. Постоянный доступ к еде, которая часами лежит на воздухе, это не только риск окисления жиров, но и нарушение естественного ритма хищника. Метаболизм кошки создан для прерывистого питания. Охота, поимка, еда, сон. Когда еда доступна круглосуточно, кошка начинает переедать от скуки, что ведет к ожирению, диабету и нагрузке на суставы. Каждая лишняя гранула — это камушек в рюкзак, который вашей кошке приходится носить каждый день. Более того, в многокотовом доме общая миска становится полем битвы за статус. Доминантные особи переедают, а робкие едят в стрессе, что портит их пищеварение. Установите четкое время кормления и убирайте миску через 20-30 минут. Это стабилизирует уровень сахара, снижает тревожность и делает прием пищи радостным событием, а не источником скрытого стресса. Часть 4. Гидратация. То, чего сухой корм никогда не даст. Даже самый правильно хранящийся сухой корм имеет один фундаментальный изъян — он сухой. Кошки — это пустынные охотники со слабым питьевым рефлексом. В природе они получают 70-80% влаги из добычи. Питание исключительно сухим кормом — это путь к хроническому обезвоживанию, которое незаметно нагружает почки. Почки — это охлаждающая жидкость в двигателе организма вашей кошки. Без нее детали изнашиваются, и наступает серьезная поломка. 99% владельцев не осознают, что под блестящей шерсткой их кошки мочевыводящая система может тихо страдать годами. Как это исправить с помощью кухонной аптечки? 1. Домашний куриный бульон. Сварите куриную грудку без соли, специй, лука и чеснока. Чеснок токсичен. Этот жидкое золото увлажняет, кормит и согревает одновременно. 2. Вареная тыква. Подмешайте ложку пюре в сухой корм, клетчатка поможет вывести шерсть и нормализовать стул. Сан. Вареное яйцо. Раз в неделю добавляйте измельченное вареное яйцо, только не сырое, в нем авидин, вредный для шерсти. Это лучший источник аминокислот для восстановления мышц. Эти добавки превращают мертвые гранулы в живое биологически активное питание. Часть 5. Температурный режим и тихие убийцы в шкафу. Где вы храните мешок? Рядом с плитой, в теплом шкафу под раковиной. Тепло и влага — лучшие друзья плесени и бактерий, которые невидимы для глаза, но смертельны для почек кошки. Сухой корм должен храниться в прохладном и сухом месте. Если вы чувствуете от пакета резкий, кислый или слишком рыбный запах, который раньше был другим, не рискуйте. На кону стоит здоровье печени и почек вашего сородича. Помните, кошки мастера скрывать дискомфорт. К тому моменту, когда появятся внешние признаки болезни, она может быть уже в запущенной стадии. Часть 6. Психология избалованности через миску. Иногда проблемы с кормлением связаны не только с химией, но и с психикой. Если ваша кошка отказывается есть, пока вы не принесете самое свежее или не покормите ее с руки, вы, возможно, создали самое избалованное существо в доме. Это не милая причуда. Это сигнал того, что порог терпимости кошки к изменениям снизился из-за вашей чрезмерной уступчивости. Для кошки предсказуемость — это безопасность. Когда вы меняете правила по первому требованию, мир кошки становится нестабильным. Она начинает навязывать вам свои условия через ночной шантаж или атаку ваших ног. Ваш отказ — это не лишение любви. На языке кошек структура и границы — это форма безопасности. Если вы кормите ее по режиму, в правильном месте и из свежего мешка, вы становитесь для нее понятным и надежным лидером. Вы — это ее весь мир. Ваша кошка не может зайти в интернет и прочитать инструкцию по хранению корма. Она полностью доверяет свою жизнь вашему выбору. В ее сознании вы ее безопасность, ее покой, ее дом. Когда вы сегодня вечером пойдете на кухню, помните, вы не просто наполняете миску. Вы совершаете акт биологической любви. Тщательно закрытый оригинальный мешок, правильно отмеренная порция и, возможно,
Ложка жидкого золота в виде куриного бульона — это те тихие сигналы, которые говорят ей: «Я тебя слышу, я тебя понимаю, ты в безопасности». Берегите своего маленького хищника. Помните, что для вас кошка — это лишь часть жизни, но для нее вы и есть вся ее жизнь. Начните менять ее биологическую судьбу прямо сегодня с правильного хранения того, что питает ее тело. Потому что в конечном итоге, в этом огромном и часто холодном мире, ваш голос — это ее музыка, ваше присутствие — это ее безопасность, а ваша осознанная забота — это ее единственный шанс на долгую и по-настоящему счастливую жизнь рядом с вами. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Она только что медленно моргнула вам, признавая ваше лидерство. Напишите в комментариях, как вы храните корм и какой из целительных продуктов добавите в миску завтра утром. Давайте вместе учиться понимать этот великий молчаливый язык любви.